Привет, друзья! Из всех разновидностей кукси среди этнических корейцев горячие кукси не так популярны, как в самой Корее. Такое блюдо хорошо есть только в холодную погоду, когда хочется что-то горячее и согревающее. Мясо отмачивала я несколько часов в холодной воде, чтобы убрать лишнюю кровь. Бульон добавляю грудинку, так он будет наваристее. Кладу лук, имбирь и чеснок. Также кладу в бульон соевый соус, лавровый лист и черный горошек. Ну а пока мясо готовится, делаю чуми для кукси. Редьку я тонко шинкую соломкой, пропускаю через специальный станок. Очень сочная редька. Солю ее и слегка перемешиваю. Она постоит и отдаст лишнюю влагу. В это время делаю луковую острую зажарку. Режу тонко лук и обжариваю на масле растительном до мягкости. Затем выключаю огонь и кладу красный молотый перец. Быстро перемешиваю, чтобы перец не обгорел. Какой аромат перца пошел! Сливаю сок, который выделился от редьки, и заправляю. Кладу молотый кориандр, черный перец, сахар и чеснок. Сверху заливаю острой перцовой зажаркой. У меня уксус крепкий, 70%, поэтому добавляю его осторожно, чуть-чуть. Мешаю редьку и пробую. Если не хватает соли, то добавьте по своему вкусу. А если пересолили, то выбрасывайте сразу. Шучу, конечно. Дальше готовлю чуми из соленых огурцов. Их я замачивала в воде несколько часов, затем режу тонко в длину. Обжариваю огурцы на масле. Сначала лук довожу до мягкости, затем кладу огурцы нарезанные. Пару минут мешаю огурцы и заправляю. Кладу соевый соус, молотый кориандр, черный перец и сахар немножко. И еще кладу нарезанный соломкой болгарский перец, чеснок и красный молотый перец кладу. Не только для красоты, конечно. Очень вкусный салат получается из соленых огурцов или маринованных. А это самое любимое блюдо корейцев – кимчи. Кимчи лучше брать для этого кислое, хорошо ферментированное. Режу тонко и также жарю кимчи на масле. Лук репчатый обжариваю сначала и кладу кимчи. Сок от кимчи не выбрасываю и использую тоже. Здесь все то же самое, которое в жизни не забудешь. Соевый соус, сахар, молотый кориандр, черный перец, чеснок, красный молотый перец. Можно сказать, это классика специй этнических корейцев. Но добавлю изюминку, кунжутное масло, которое кладут в конце, так как это масло не любит долгой термообработки. И также зеленый лук в конце кладу. И еще обязательный ингредиент для кукси – это яичная лапша. Яйца солю и добавляю немного растительного масла. Взбалтываю хорошо и обжариваю тонко, как блины. Подрумянивать их не нужно, а только слегка подсушить. Сворачиваю блины готовые рулетиком и режу тонко, как на лапшу. Легко? Конечно, нелегко, но так вкуснее, чем отварные яйца. Мясо у меня готовилось 1,5 часа, вытаскиваю, а бульон процеживаю через ситечко, чтобы он был чистым и прозрачным. Солю по вкусу. Бульон сам по себе очень ароматный, ничего больше добавлять не нужно. Готовое мясо режу тонко поперек волокон, так оно не будет осыпаться. Отвариваю лапшу кукси в кипящей воде. Следую инструкции. У меня лапша готовится 2 минуты, так как она из чистой муки и очень тонкая. Готовую лапшу сразу же промываю в холодной воде до тех пор, пока она не станет совсем прозрачной. Сразу же готовлю все салаты для кукси. Кукси чуми называется. Еще нарезала зелень, а это зеленый лук и кинза свежая. И еще нарезала свежие огурцы. А здесь закладка кукси, целая церемония. Так все как попало закидать не следует. Укладываю лапшу, затем заливаю бульоном и раскладываю по кругу чуми. Можно посыпать сверху зеленью и кунжутными семенами. Подают кукси обычно с жареным острым перцем. Все это нужно перемешать и съедать быстро, так как лапша разбухшая уже невкусная. Готовьте с любовью, готовьте с удовольствием. Всем удачного дня! С вами была Наталья. Пока-пока!